И снова всем привет из Италии. Получается, начало видео коротко о погоде. Вчера я только приехал с Амстердама. В конце видео коротко вам пока покажу мои прогулки. На днях выложу всю прогулку мою по Амстердаму. Ну, если вам интересно, пишите. В Рим вернулся, тоже дождь. Там дождь. Перед этим уезжал туман здесь. Ну, причем еду я на работу, и вот это место такое, расположена эта вилла в таком месте, что постоянные туманы здесь, сырость. В Риме в данный момент светит солнце, тумана нет. Поэтому, раз у меня уже канал о недвижимости, о ремонтах, то учитывайте местоположение вашего будущего дома, если вы хотите купить. Невозможно сразу понять, насколько это сырое место, насколько там влажность, а это часто бывает потом большая проблема. Ну, сейчас я вам приеду, покажу, как можно справляться с этой влажностью, и не только в Италии. Всем привет! Как мой домик беленький, не буду показывать, покажу вам процесс в следующем видео. Вот такая у меня погодка сегодня. Все в тумане, все мокро. Напоминаю, что это полчаса от Рима, в Риме солнце. А здесь вот такое вот. Поэтому скажу вам такой нюанс при покупке дома или вообще места жительства. Таких районов очень много здесь. Лето здесь лето, но если вы собираетесь жить, придет осень, зима. Есть очень влажные, мокрые места здесь. Что в домах очень сложно жить. Почему? Потому что когда у вас дом вдруг напитается влагой, сыростью, очень хреново для здоровья. У вас начинают ломить кости. Вам ужасно дискомфортно, вплоть до ложитесь спать. Ну, понятно, там термосифоны, если включаете, отопление. Но иногда не столько холодно, сколько просто сыро. На этот случай я заставил Свету купить вот этот деумификатор. Вот, купили мы вот такую штуку. Сейчас я, кстати, ее открою. Да и включу. Надо же еще и проверить, вдруг оно не работает. То можно через Amazon еще это отправить обратно. Где у нас нож? Идем искать. Эти уже ждут. Что? Проголодались? Подождите, дайте мне выгрузиться. Балкон. Помните, я вам говорил, что здесь была проблема? Он сделан странно, и все течет по краю стены. Ну вот, видите, что происходит с этой стеной, и почему я говорю, что мне надо обязательно сверху поставить эти, как они называются? Вот я тупой, блин. Вся стена мокрая. И все не должен так быть. Как бы не было денег, смотрите, что я купил. Вот эту штуку я поставлю сверху. Пока купил 3. Посмотрим, сколько мне не хватит. Ну и сетки мне не хватает немного на вот эту вот сторону. Все это тоже надо обязательно поставить сетку. Потому что все это выйдут трещины. И сетка стоит 1 евро метр. Сетка стоит, так что небольшие деньги. Поставлю это. Какие-то экстремальные случаи. У меня есть вот такой аппарат. Тоже это мой. Я его давно купил. Здесь открывается баллон. Газ не идет сразу. Здесь ручка. Как она? О, есть пьеза. Зажигается и греет вас. Есть 2 можно эти панельки включить. Можно 3. Ну, короче, понятно, да?
Во время коронавируса, когда нельзя было никуда выходить, и так хотелось шашлыка, я приспособил здесь всякие штуки и делал шашлычок здесь. Так, ну да ладно. Кстати, еще один нож. Показывал вам один нож классный. Это тоже где-то мне достался с одной фирмы. Тоже довольно прочный, уже сколько? Полгода не ломается. Так, ставлю я эту штуку сюда. Открываем. Я не говорю, что внутри уже сразу здесь стало сыро. Но, знаете, если откроешь окно, раз, два, проветривать-то надо помещение. Вся эта сырость, она постепенно будет заходить. А выходить-то она не очень хочет. Тем более, что когда здесь вообще никого не будет, кто здесь будет проветривать? Вентиляция здесь, так сказать, ну, я бы не сказал, что сильно продумана. Окей. Окей. Вынимаем. Вот он. Так вот он выглядит. Инструкции мы не читаем, вы помните. Больше у нас тут ничего нету. Идем проверим. Никаких тут трубок нету. Такой он сзади. Здесь у нас должен быть фильтр. Вот это у нас пробочка, дырочка. Можно сюда шланг подключить. И сразу вода будет выходить в умывальник, куда угодно, на улицу. Здесь должен быть какой-то контейнер. Вот контейнер. Он контролирует поплывок здесь. Включение-выключение. Когда он наполняется, он выключается сам автоматически. И довольно они надежные. Здесь особо ломаться нечему. Так, вот у нас еще что-то здесь. Что это такое? Где у меня фильтр? Так я и не понял. С фильтром. Почему он не был... А, вот здесь есть. Это еще одно. Ну вы налепили, блин. Ну, может, лучше всегда перебздеть, чем недобздеть, как с тем стеклом, которое мне пришло разбитое от камина. Напомню, что эти стекла на камине треснутые, их всех надо поменять. Сами понимаете, что они непростые стекла и денег стоят. Ну вот, весь этот комплект, не знаю, около 300 евро, по-моему. Ну вот, допустим, одно стекло большое, то, что разбилось, 150. Но это через интернет. А здесь рядом, оказывается, есть мастерская. Можно поехать вырезать сразу и за 100. Ну, опять пока нету времени, потом съезжу. Что за дырка? Что это такое? Зачем это? А, и сюда крепится. Понятно. Для хранения, что ли. Ну, еще один такой дополнительный сервис. Итак, идем включать. Где мы это включим? Я думаю, может лучше включить уже в моей комнате, где я сплю. Ничего здесь не сыро. Я говорю, что нормально. Розетка. Включим свет. Наш свет. Окей. Так, дырку надо заткнуть, бо если ее не заткнуть, пойдет через. Все. Так, еще у нас что-то. Тоже. Так, что делаем? Повер. О, дует. Там тянет, тут дует.
Он еще и чуть-чуть греет. Это что? А, вентилятор не вентилятор или что? А это будет показывать, когда полная будет загорится красным. Да, так. Хорошо херачит. Чуть тепленьким. Ну все. Пусть работает. Двери я сделал. Сейчас закрою. Теперь мне надо поставить вот эту контратылаю сюда. Оно, конечно, не так должно быть. Сложно ее будет поставить, будут проблемы. Но я поставлю. Так. Опять все нестандартно. Эти штуки мне мешают. У меня там все вплоть до миллиметров. Поэтому мне фактически их надо либо выдалбливать здесь какую-то линию. Сейчас, дайте мне сообразить. И опять повторюсь, таких-то, это же дом большой, и все такое, все такое. Вы должны ходить, каждую дырку объяснять, что, почему там проблема. А в конце кто-то мне еще пишет, да ты же все время ноешь. Да я не ною. Это у вас проблема, это не у меня. Я мог бы просто сказать цену и все, и уйти. Но дело в том, что я работу так буду терять или не смогу брать. Если бы она зашла чуть-чуть туда, было бы неплохо. Но, блин, мне так не хочется долбать эти стены. Или если бы я ее собрал на месте, возможно, что-то бы получилось. А как я ее соберу на месте? Она же тоже так не зайдет. Эту убрать, эту согнуть. И останется только проблема в углу. А в углу я только могу раздолбать. Окей. В общем, скажу, я потерял время с этой контратылаей. Ну, может быть, по своей ошибке. Думал, что войдет все впритык. По идее, там вплоть до миллиметра должно было все зайти. Я бы ее закрепил просто стопами к стене. Шурупами, скажем. Но после того, как я это все впихнул, у меня оказалось лишние 2-3 миллиметра, и оно просто не влазило. И все надо было переделывать. Вот это мучился, хотел так как типа стандартно. Если бы у меня была выдолбана там трача в стене немного, а она изначально была, было бы проще. Но, как я вам всегда объясняю, невозможно все учесть и предусмотреть. Где-то какой-то попандос получается. Ну, лишний час-полтора потратил, тем не менее, дверь-то поставил. В конце получилось, что вот эту вот правую я вообще должен был убрать, потому что она мешала, и все это место задул пеной. Все, переделал я полностью свою идею. Но опять же, это не стандартно, это так не ставится. Обычно, ну, как минимум, должен выходить сюда кусочек и сюда кусочек. Потому что потом монстр не влазит сюда. Ну, а ее можно обрезать, все равно можно поставить. Но, опять же, нестандартно. И теперь я ее поставлю не цельную, как обычно. Я эти поставил на место. Хотел поставить на анкеры, на стопы такие. Но они стоят денег, а это ничего не стоит. Просто надо сделать дырку. И эта часть у меня будет открываться, дверь сюда. Она должна быть самая крепкая. Теперь надо разметить, где мне сделать эти дырки. И быстро это закреплю. Одна вот здесь. Одна вот здесь. И одна. Здесь у меня провода идут. И я ее опустил пониже. Прям где плинтус или батископа. Ну и пока закрепим эту одну. Такую купил в интернете, она классная.
что рвется, надо подшить. То есть она только начинает болеть. Ну, либо надо чем-то стягивать, не ждать, пока она уже разболится совсем. Как многие работают с криком «Ура! Я сильный, я молодец». Я тоже молодец, но так лучше. Так, долбим моим дешевым аппаратом, как меня подкололи. Знаете, в чем преимущество дешевого? Ломается рано или поздно все. Даже Хилти ваша может быть супер, ну, может кнопка сломаться. Обычно ломается часто. Ну, не часто, а первое, что ломается. Во-вторых, очень много воруют инструмента на работах. Просто вот я говорю, я уеду домой, кто-то сюда возьмет и залезет. Первое, что возьмут, это Хилти. То есть аппарат, который стоит 700-1000 евро. Это ничего не стоит, он никому не нужен, просто лень тащить будет. Он стоит 70 евро, если не меньше. В общем, если вы не долбите эти стены по 8 часов в день, то вам этого достаточно. Во-вторых, кто там говорит медленно, можно быстрее, типа работы делать. Все работы, допустим, которые я вижу, что делаются медленно, они для меня опасные, такие рабочие. Потому что я потом вижу, что, допустим, у меня дома, вот эта вот штука, она не закреплена нормально. У меня дверь все время болтается. Закрепить мне сейчас целая проблема. Мне надо все снять. Сама стена слабая. И чтобы это все укрепить, кучу времени, а я же живу на аренде, это не мое. А я так, открывается дверь, и хрен с ней. Опять же, преимущество аренды. Что-то оно не совсем посередине. Ладно. Да ничего, как есть. Да. Ну и что здесь? Не знаю, поставить эту хоть как-нибудь. Видите, я пытался поставить, она скривилась, но вроде пока живая. Не отломалась. Отломалась. Но она будет держаться, черт. Держится. Отлично. Карандаш. Я потратил время на вот это. Человеку не интересно, что я делаю. Ему нужна установка двери и цена за эту установку. Она зайдет в интернет и посмотрит. Цена установка двери, там будут кто-то писать 50 евро, 80 евро. И здесь тут же
каждая дверь это по-разному. Одно дело приехать с Рима в такой дом и поставить дверь, это будет одна цена. Другая цена будет, когда вы ставите 30 дверей в трехэтажном доме, это будет другая цена. Во-вторых, эта работа не входит в стоимость установки двери, это другая работа, это подготовка. То есть это делают штукатуры, люди, которые шпаклюют, занимаются стенами, это ихняя работа. Поэтому вот эту цену выставить, и опять же говорю, клиент на тебя будет лупать глазами и думать, что ты его обманываешь. Крышка унитаза, я потратил, не знаю, какой-то час потратил. Но я ее не установил, она не устанавливается, она просто плохая. Я работу сделал? Нет. Я час потратил? Да. Вы мне должны заплатить? Да. Почему? Потому что это не моя вина, что вы купили такую крышку. А как человек не понимает, почему я должен заплатить за работу, которую ты не сделал? Феномен. Вы согласны? И таких ситуаций в нашей жизни строителей очень много. И мы бесимся, мы постоянно нервничаем и ничего не можем сделать. С каким-то клиентом можно сделать, но со многими это просто тупик. Ты тратишь свои силы из-за чьей-то дурости, из-за, ну, как правило, либо клиентов, либо инженеров, либо архитекторов. И здесь, почему на фирмах больших оно работает по-другому? Они взяли работу, там есть запас прочности по деньгам вот такой. Какая-то ошибка, туда-сюда, у них есть деньги оплатить и за работу того унитаза, и за всего. А когда ты работаешь по маленьким сметам, вот, скажем, я забаню за эту всю ванну, я взял одну цену. Но я, в общем-то, взял плюс-минус за ванной, а все остальное, думаю, по ходу. Но по ходу помывка всего, установка унитазов, замена трубы, которую я не знал, что внутри, съем стекла, установка стекла, установка стиральной машины. Я должен был сделать только ванную, скажем, а у меня добавилось еще 10 других вещей, которые, в общем-то, и не учел особо. Тоже сюрприз. Опять надо, отдай мне, заплати мне денег, потому что мне там не получается, я много сделал. А люди не любят доплачивать. Они уже рассчитывают, они себе свой бюджет составили, что это мне будет стоить столько. Просто беда, я вам говорю. И когда ты работаешь с человеком, который это все понимает, у которого есть деньги на это все, идет все чисто гладко. Да, я согласен, хорошо, на тебе еще. Но очень часто так не получается. Поэтому я с удовольствием бы бросил эту работу и приходил бы только туда, кто мне будет платить нормально. Либо купить дом, сделать и продать. Нравится вам ровные, неровные стены. Цену поставлю, придет 20 покупателей, один купит. Мне нужен один, мне не надо 20. 20 меня обосрут, один купит. Правильно? Правильно. Сейчас вообще спорить о каких-то там вопросах я даже и не хочу, если честно. Это бесполезно. Одна и та же ситуация рассматривается, но столько много сторон у нее и взглядов, что если человек уперся в этот взгляд, как там вчера я услышал, классно сказал умный мужик, вы дурак, если вы спорите с дураком и хотите его переубедить. Это тот же самый закон Даннинга-Крюгера. Откройте интернет, почитайте, что это такое. Так, смочить, приготовить раствор и все это закрепить.
Ну вот, хотел вам показать все мои мучения. Мучения были дальше. Ну, фиг с ней, с той дверью, я ее уже поставил. Вот у меня унитаз, тут тоже больная проблема была. Уже стоял сколько месяцев, на улице шел дождь, фасад остановили. Я говорю, Марьян, давай поставь мне этот унитаз, хоть немного выдохну. Кстати, тут тоже ошибочка такая техническая вышла. Стуковал, когда плитку заделывал швы. Ну и все дырки позаделывал, что видел. И вокруг этой трубки. А тоже ошибка, но сначала надо было всунуть унитаз, потому что там она все-таки свободный ход имеет. Sempre fastidio qua. Questo lo devi lasciarlo libero finché metti questo. O deve essere precisa misura. Perché tu l'hai stuccato bene, questa si muoveva, apposta si muoveva. Tu non ci hai pensato e... Mi piace quando entra stretto, preciso. Preciso. Però quello non ti lascia che c'è la guarnizione. Tu quando metti stretto... Ну и, кстати, тоже очень важно, когда вы устанавливаете выход этой трубы, он должен быть на правильной высоте. Ну, унитаз может быть немного разный. Ну, плюс-минус какое-то движение там должно быть там сантиметр вверх-вниз. Вот Марьян все расчистил. Напомню, что у нас здесь именно в этом месте текло, блин, конкретно текло. Запхал по самые гланды. Бедняга так старался, надо опять вынимать. Dimenticato, Marian dimenticato, no? Prima non era questo, è questa cosa mia. E dopo non devi stuccare. Dopo se metti un po' di stucco va bene uguale, non è che mi fa male. A questa nera non entra un po' di più. Questa nera si chiude. Adesso spazio di meno. Peggio. Però Maria è bravo. Давай, сливай воду. Аква. Vai. Sei riempito? Sì. Vai. Давай. Давай. A posto. Давай. Perfetto. Perfetto. Dammi le viti. Можно прикрутить просто и будет держать. Ну, обычно еще и силиконом вокруг шва заделывают. Особенно если неровная плитка. Я понимаю, что со стороны кажется, что такая жизнь нудная, мучительная. Но все-таки можно ее как-то и разнообразить. Показываю мою поездку в Амстердам. Следующее видео будет более подробно. Пока коротко гляньте, что как было. Кто смотрел мой шорт, самое удивительное, что этот аэропорт через пару часов закрыли. Какие-то дроны летали над ним. Ну а что делать, блин? Не ходить же с зонтиком. Вот вам Амстердам, вот вам все минусы Голландии. Руки холодно.
капает пончик. Я говорю, я домой, когда в Черновцы приезжаю, сразу иду в пончичный. Так что мы не удержались, съели по пончику. Пахнет. Maar kunnen we niet langer wachten op Daniel? Ik had alleen één vraagje, liefje. Lagen er misschien een paar flesjes op de bar? Doen we even een foto? Не, ну, если честно, я просто не видел никогда ничего подобного. Тоже никогда такого не видел, в таком магазине не было. Не выдержали мы, Света предложила, говорит, давай твоей Вале купим подарок. Вот привез мыло такое. Пахнет, не могу вам передать запах. Мне всего было 1,5 дня на этот Амстердам, но мы его больше, наверное, пробежали, чем прошли, погуляли. Ну, все из-за этой погоды. Что делать? Ну, надо было как-то уже терпеть этот весь холод. Куда ни пойди, что-то прикольное выплывает просто. Да. Света говорит, не вляпайся в машину. Я не понимаю любовь к этим уткам. Их что, их коллекционируют или что? Не звонят. А как? Похоже, что тут живут. Прям печка там стоит, труба. Почтовый ящик. Охренеть. Классно. Каюта. Машинка такая прикольная. Ну как они там вешают? Хожу, брожу. Подсветка дома прикольная.